Клинику в Испании, именно специализирующуюся по этой болезни аномалии Арнольда Чиари, и они помогли мне встать на ноги. To all my friends, to all my viewers. Si Banyak to my viewers who requested Diana for me to react. So this is the first time to react of her video on her own video. So thank you so much to my viewers. Terima kasih banyak. So let's do this, guys. Here we go. Вырежи это, пожалуйста. Я же не люблю эту тему вообще, не люблю на эту тему разговаривать. Это началось с детства, меня начали мучить галлюцинации. Мама и так знает, как я ее сильно люблю. 4 тяжелых диагноза поставили 15-летней Даяне Симбаевой. Надо будет вскрывать череп, трепанацию черепа делают, а в Барселоне там более малоинвазивная операция. Осталось совсем мало времени до 12 июля. Хотим всех попросить о помощи. Всем привет, с вами Даяна, и сегодня будет достаточно необычное видео, и это видео будет какой-то информации для вас, правдивой информации, поскольку многие люди в просторах интернета начали распространять ложь, и строить какие-то догадки, которые по сути являются неверными. По поводу болезни многие решили, что меня просто что меня просто парализовало, или я там не могла с рождения ходить, или подумали, что это фильм. В общем, и все требовали каких-то объяснений. После этого видео я вас прошу вообще никогда об этом больше не говорить, поскольку прошлое — это уже прошлое, и я отпустила это 3 года назад, и все, оно там и осталось, и ворошить его я уже не хотела. В общем, начнем с того, что эта болезнь, она вообще с рождения. Она неизлечима, то есть люди сейчас спрашивают, ты выздоровела, ты молодец. Это неправда, поскольку, с одной стороны, вроде я выздоровела, потому что я уже хожу и, в принципе, чувствую себя хорошо, да. С другой стороны, она неизлечима, и есть какие-то последствия, есть те вещи, которые до сих пор не меняются. Бывает, есть какие-то симптомы, которые остаются, но вообще я чувствую себя супер. Это началось с детства, меня начали мучить галлюцинации. И эти галлюцинации вообще не давали мне нормально, спокойно жить. И потом начались головные боли, хотя они, в принципе, были всю мою жизнь, головные боли всегда присутствовали. И, в общем, в какой-то момент я начала терять сознание, и мы сделали МРТ, и у меня, в общем, куча диагнозов. У меня Арнольда Чиари 1 типа, это когда твой мозжечок, тут мозг есть, здесь мозжечок, и когда он опущен вниз, и нить, которая, в принципе, она на все тело, эта нить, она растягивается на все тело. Она у меня была очень такая тугая, она не тянулась, из-за этого мне было больно ходить. Чуть позже я перестала чувствовать ноги. И мы не знали, что делать, поскольку оперировать, было опасно, поскольку мне было на тот момент 15 лет. Оперировали в Испании, поскольку Казахстан мог оперировать только через голову. В общем, надо было делать трепанацию черепа, а это в моем случае было опасно, поскольку у меня расположена венозная ангиома в голове. Это что-то типа венозной опухоли, наверное. Помимо этого у меня еще развилась ангиоэнцефалопатия, энцефалопатия, в принципе, наверное, думаю, это идентичные такие болезни. Потом еще очаги головного мозга, но, в принципе, корнем всех этих болезней была эта врожденная аномалия Арнольда Чиари 1 типа. И
В общем, казахстанские врачи сказали, что я никогда не смогу ходить. И что, в принципе, ну, было тяжело воспринять, ну, как так, ты всю жизнь ходила, а тут вот, в общем, произошло так, и, в общем, не ходила я где-то месяца 2-3, да. И вообще об этой ситуации я предпочитаю забыть вообще-то, но поскольку, ну, как бы, когда ты уже достаешь какой-то медийности, ты уже понимаешь, что, как бы, личных вопросов трудно избежать. Моя мама нашла хорошую клинику в Испании, именно специализирующуюся по этой болезни, аномалиарной лейкемии, и они помогли мне встать на ноги. В общем, первый день после операции я начала немного чувствовать, в общем, ноги, чуть-чуть, как-то, и, в общем, последующие дни я пыталась тренироваться, чтобы пойти заново, поскольку, как бы, мне даже мама, помню, говорила, типа, можешь не стараться, поскольку сейчас тебе будет сложно, может, и не надо, но как вообще можно поверить, что, ну, вообще не сможешь ходить? Вообще поверить в то, что ты всю жизнь ходила, а потом, ну, перестала, как бы, для тебя это уже какой-то шок, услышать, что ты никогда вообще не сможешь на ноги встать, ну, это невозможно, ну, как бы, я не могла это воспринять, и поэтому я каждый день, как бы, тренировалась. Я помню, как я в больнице вставала, там, пыталась ходить, и потом уже где-то через недельку я уже нормально пыталась, нормально уже ходить, вырабатывала походку. В итоге я встала на ноги, кстати, сейчас я даже бегаю, вот. У меня был сбор средств, многие казахстанцы мне помогли. Я почему вообще на самом деле очень сильно благодарна. Простые люди мне помогли, как бы собирали деньги на мое лечение. В общем, вот благодаря им я сейчас счастливая, живая. Вот. Ну и благодаря моей маме, конечно. Потому что вот она все это время была со мной. Вырежи это, пожалуйста. Я же не люблю эту тему вообще, не люблю на эту тему разговаривать, потому что, ну, блин, я не люблю жалость к себе и предпочитаю всегда улыбаться, ходить. И для меня немного, ну, вот это все заново вспоминать я не хочу, я не люблю, и каждый раз, когда я захожу в какие-то соцсети, меня начинают отмечать на этих видео, где моя мама. Вы знаете, что эту тему я не люблю вообще мусолить, разговаривать насчет этой темы. Она как осталась 3 года назад, вон там, пусть она там и будет. Это как-то навсегда осталось каким-то тяжелым периодом моей жизни, и я вообще на самом деле рада, что со мной в этот момент были самые близкие люди. И если это видят самые близкие люди, а я не хочу, чтобы это смотрела мама, и вообще, но если, мама, ты смотришь вообще, вообще у меня самый близкий человек — это моя мама. Мама и так знает, как я ее сильно люблю. Мама — это самое дорогое, что у меня есть вообще в жизни. И я обижаюсь на маму, что такое не бывает, но та связь, что между мной и мамой и моей сестрой, она вообще нерушимая связь. Знаете, сколько бы вообще ни говорили люди по каким-то видео, да, о том, что вот, ты должен быть сильным, там, живи, радуйся и так далее, я не могу вам такое сказать, поскольку пока я все это сама не пережила, я не поняла, насколько ценна жизнь бывает, насколько страшно иногда оказаться на грани. Я помню, когда меня завозили на операцию, и мне сказали обнять, поцеловать маму, пока, в общем, был, за весь период сборов и за весь период болезни вот этой, пока были, моя мама ни разу не плакала. Она всегда была очень сильной для меня, она была для меня примером, но, как оказалось, я никогда не знала, как сильно мама страдала и плакала, и просто, чтобы подать мне мотивацию, что нельзя сдаваться, а вообще нельзя сдаваться. И я тоже старалась не ломаться, смотря на маму.
И помню, когда меня, в общем, завозили на операцию, и мне такие врачи говорят, вот обними, поцелуй маму. И я маму обнимаю. И я маму обнимаю. И вообще я, как говорила, особо не верю. Мне вот что такое, но когда я маму обняла, я подумала, а вдруг я ее не увижу завтра или еще что-то. И для меня это до сих пор момент, который я вообще не могу отпустить. Просто, если я вам скажу что-то, типа вот цените жизнь, вы никогда не будете ее ценить после моих слов так сильно, если вы сами не переживете что-то подобное. Я вот такого не желаю, но просто я говорю, что мои слова, они в принципе бесполезны. С точки зрения даже какого-то мышления, мы особо информацию даже от тех же мотиваторов не так сильно воспринимаем. Мы воспринимаем там, они нас вдохновляют там вот на пару минут, честно, на пару минут на день, но когда ты живешь посредственной жизнью, каждый день одно и то же или что-то типа того, ты просто вспоминаешь какие-то моменты, да, отрывки с того видео. И я для вас вот как то самое видео, но вы никогда не будете ценить жизнь так, пока вы не пройдете через что-то сложное. Поэтому все, что я хочу вам сказать, это, наверное, единственное, не сдавайтесь. И не плачьте, и не жалейте себя. Жалеть себя — это вообще всегда самое ужасное, последнее. И, в общем, я на самом деле не люблю плакать. Я не люблю вспоминать грустные моменты и вызывать жалость к себе. Но если так уж получилось, я буду искренней, и вообще для меня важно, чтобы люди не сдавались, когда им сложно. Есть такие периоды жизни, когда они сложные, но через некоторое время все становится намного легче. Вам просто нужно пережить этот момент, набраться терпения и пережить этот момент. И да, все, что я хочу вам пожелать, это именно терпение. Я хочу вам сказать, я вам желаю здоровья. Вот, перетерпев все вот эти вот невзгоды, у меня сейчас жизнь, о которой я могла только мечтать, потому что я учусь в самом лучшем вузе своей страны. У меня самые лучшие друзья, у меня самые лучшие родители, со мной рядом близкие, и я не знаю, вот я жалуюсь на жизнь порой, но у меня прям на самом деле самая шикарная жизнь, о которой можно только мечтать. И я хочу выразить благодарность всем, потому что я безмерно благодарна, но не всегда это выражаю. Я вас всех сильно-сильно люблю, целую. Вот, всем спасибо и всем пока. Бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай ел жүретеді сол бейнең менде бәрі жақсы дегенмен көздерінде мұңды көрдім мен қалпыңда тұршы қозғалмай ел жүретеді сол бейнең байландым өзіңе мендегі жылуды сездің бе өзіңде көзіңде мөлдіреп тартасың өзіңе келші. That's very sad story of her life. I also I'm a mother as well. That I feel it that if my kids be the same thing, that is trying to be their best that they can to make your parents happy, and you know, as what I can see to her that she's been through a hard time that was the past. She's a very strong woman that she get through all of that period of times that she get through that yung sobrang yung mga pinagdaanan niya, guys, yung ganun talaga. I'm so proud of her and I'm so happy that she started to successful of her life as well, and I'm so proud of her that she still can smile through the bad times, and she always talagang pinapalakas niya lagi yung loob niya, guys. Like parang
And that's all for today, guys. Thank you so much for your comments and thank you so much for your suggestion, especially to Diana. And it was a love story. It was a good story that I do a reaction for the very first time that I cried in front of the camera, guys. That's all for today, guys, and I hope to see you again to my next reaction videos. Terima kasih banyak, everyone. Bye.